Всем привет, я Мартин Юман на канале Панцергренадера. В данном ролике мы рассмотрим состав, вооружение и тактику панцергренадерского отделения Вермахта на бронетранспортерах. Для изучения подразделения возьмем два штата: 1114-й Гепацерт от 1 ноября 1941 года и 1114-й Ц Гепацерт от 1 ноября 1943 года. Панцергренадерское отделение в конце 1941 – начале 1942 года состояло из 12 человек. Командир отделения имел звание от унтер-офицера до унтерфельдфебеля. Он был вооружен пистолетом-пулеметом МП-40 с 6 магазинами по 32 патрона. Его должность на немецком языке звучит как группенфюрер, но не стоит путать с генеральским званием в войсках СС. Заместитель командира отделения имел звание от обергефрейтера до унтерфельдфебеля, вооружался винтовкой карабинер 98К с 12 обоймами по 5 патронов. Если в составе обычного стрелкового отделения числился один пулеметный расчет, то в панцергренадерском отделении их было два. Соответственно, первые номера пулеметных расчетов вооружались ручными МГ-34. В немецкой документации они именуются легкими пулеметами и пистолетами П-08 или П-38, а вторые номера только пистолетами. В обязанности помощников-пулеметчиков входило чинить мелкие неисправности оружия, переносить масленку, принадлежности для чистки, кожух ствола и 2 сменных ствола. Они также переносили по 2 патронных короба Патроненкастен-41 на 296 патронов. Оставшиеся 6 стрелков панцергренадерского отделения вооружались магазинными винтовками карабинер 98К с 12 обоймами по 5 патронов и несколькими ручными гранатами. Один из них в звании гефрейтера исполнял обязанности водителя среднего полугусеничного бронетранспортера Зондеркрафтфahrzeuг 251-1. Из вооружения бронетранспортер имел в передней части пулемет МГ-34 с бронещитком и бортовой пистолет-пулемет МП-40. Таким образом, вооружение панцергренадерского отделения состояло из 2 пистолетов-пулеметов, 2 ручных пулеметов плюс 1 на бронетранспортере, 4 пистолетов и 7 винтовок. Сразу бросается в глаза повышенная огневая мощь по сравнению с обычным стрелковым отделением, где численность была всего 10 человек, а пулемет был только один на все подразделение. Объяснение этому простое. Панцергренадеры были ударной частью, которая следовала сразу за танками и поддерживала их атаку, поэтому и вооружение им требовалось посолиднее. В 1941 году бронетранспортеры поступали на вооружение исключительно в танковые дивизии Вермахта, и то их численность была недостаточной для нужд армии. Поэтому в большинстве танковых дивизий бронетранспортерами была оснащена только одна стрелковая рота из 12. Остальные использовали в качестве транспорта грузовики. Исключение составляла элитная 1-я танковая дивизия Вермахта, в которой бронетранспортерами было укомплектовано целых 2 батальона, то есть 6 стрелковых рот и 2 пулеметные роты, а также 10-я танковая дивизия, в которой БТР имел 1 батальон, то есть 3 стрелковые роты и 1 пулеметная рота. Вот так выглядела реальная оснащенность немецкой армии бронетранспортерами в 1941 году. Рассмотрим вкратце возможности и тактико-технические характеристики среднего полугусеничного бронетранспортера Зондеркрафтфahrzeuг 251-1. Машина имела исключительно противопульное бронирование. Лоб корпуса составлял 15 мм, борта и корма 8 мм. Сверху корпус был открытым. Боевая масса БТР составляла почти 9 тонн. Мощность двигателя 100 лошадиных сил, что позволяло развивать скорость по шоссе 52 км/ч.
Боекомплект пулеметов составлял 2010 патронов. В левой части поста управления размещался водитель бронетранспортера, справа – командир отделения. За ними в боевом отделении на 2 скамьях располагался десант. Первым слева сидел заместитель командира, а первым справа – стрелок, в обязанности которого входило вести огонь из бортового пулемета БТР. Далее за ними размещались 2 пулеметных расчета и ближе к выходу остальные стрелки. Камераден, чтобы не терять связь со своими зрителями из-за блокировок Ютуба, был создан канал Панцергренадера в Телеграме. Все желающие могут на него подписаться. В Телеграме публикуются штатные структуры различных подразделений в наглядном виде. Рисунки униформы и снаряжения солдат, редкие раскрашенные фото с подписью, познавательные книги и журналы, а также все видео, которые выходят на Ютубе. Ссылку на Телеграм-канал вы найдете в описании под видео. В составе Панцергренадерского взвода было всего 3 отделения вместо 4, как в стрелковом взводе, поэтому вместительность бронетранспортеров было решено использовать по максимуму. Командиром панцергренадерского взвода был офицер в звании от лейтенанта до обер-лейтенанта, вооруженный пистолетом-пулеметом МП-40 с 3 магазинами. Вместе с отделением управления он передвигался на командирском бронетранспортере 251-1, на который поначалу в частном порядке устанавливалась 37-мм противотанковая пушка ПАК-35-36, а позднее она была штатным вооружением модификации БТР 251-10. Командир взвода сидел справа от водителя бронетранспортера, вооруженного магазинной винтовкой. За ними слева направо размещались посыльный, исполнявший обязанности гарниста, и командир группы управления в звании от унтер-офицера до фельдфебеля. Оба вооружались винтовками карабинер 98К. Последними членами экипажа бронетранспортера были посыльный, исполнявший обязанности радиста, вооруженный винтовкой, и санитар-носильщик, вооруженный пистолетом. В качестве бортового оружия БТР имел пистолет-пулемет МП-40, а в резерве взвода числилось противотанковое ружье Панцербюхсе-39. Последним военнослужащим группы управления был посыльный на тяжелом мотоцикле с коляской, вооруженный винтовкой карабинер 98К. Таким образом, в составе панцергренадерского взвода числилось 4 бронетранспортера, 1 мотоцикл, 35 рядовых солдат, 7 унтер-офицеров и 1 офицер. Чаще всего боевое построение взвода представляло собой тупой клин, развернутый основанием к противнику. Дистанция между бронетранспортерами не превышала 50 метров. Машина отделения управления размещалась в конце боевого построения, что позволяло лучше наблюдать за ходом боя и координировать действия подчиненных. Естественно, впереди панцергренадерского взвода следовали танки, которые и выполняли основную работу по уничтожению огневых точек противника. Спешивание панцергренадеров, как правило, осуществлялось на расстоянии 300-400 метров от противника. Однако, если оборона противника не оказывала серьезного сопротивления, десант БТРа мог продолжать вести огонь сходу, без спешивания. В ноябрьском штате 1943 года состав панцергренадерского взвода и отделения претерпели серьезных изменений. Численность отделения сократилась с 12 человек до 10. Командир по-прежнему вооружался пистолетом-пулеметом МП-40, а вот его заместитель вместо магазинной винтовки получил самозарядную Гевер-41. У водителя бронетранспортера появился помощник, который мог заменить его при необходимости, но основной обязанностью его было вести огонь из бортового пулемета. Оба вооружались винтовками карабинер 98К. В панцергренадерском отделении осталось 2 пулеметных расчета с таким же вооружением, что и в Штатах 1941 года. Каждому пулеметному расчету был прикреплен подносчик боеприпасов, вооруженный магазинной винтовкой.
Итого, в панцергренадерском отделении образца 1943 года было 2 унтер-офицера и 8 рядовых солдат. В бронетранспортере в качестве бортового оружия имелись пистолет-пулемет МП-40 и в некоторых случаях реактивный ручной противотанковый гранатомет Offenrohr, стрелявший реактивными гранатами кумулятивного действия калибра 88 мм на дальность до 150 метров. Рассмотрим тактику панцергренадерского отделения в некоторых ситуациях, описанных в тренировочном пособии от января 1944 года, составленном командирами учебного батальона. В нем рассматриваются действия передового отделения, которое в немецком языке обозначается термином «Шпиценгруппе». В первом случае передовое панцергренадерское отделение на БТР сталкивается с разведывательным бронеавтомобилем или легким танком противника. Сразу после обнаружения неприятеля водителю бронетранспортера предписывалось съехать с дороги и спрятать машину за складками местности или зарослями деревьев, а десанту спешиться. Первый пулеметный расчет должен был зарядить ленту с остроконечными бронебойными патронами и вместе с заместителем командира занять позицию в кустах перед укрытым БТР. Один из стрелков должен был пустить сигнальную ракету, чтобы предупредить свой взвод о приближении бронетехники противника. В это время командир отделения со 2-м пулеметным расчетом и 1 стрелком должны были взять несколько связок гранат, по возможности скрытно приблизиться к дороге и спрятаться в укрытии. Оставшимся 2 стрелкам предписывалось прикрывать фланг и подход к бронетранспортеру. Как только вражеский броневик приближался на необходимую дистанцию, 1-й пулеметный расчет открывал огонь бронебойными пулями, стараясь остановить движение врага и по возможности нанести ему урон. Как только броневик противника останавливался, стрелки из укрытия должны были наброситься на него и закидать гранатами. Другая ситуация, рассматриваемая в тренировочном пособии, предполагает столкновение бронетранспортера с противотанковым орудием противника. Если водитель БТР вовремя замечал неприятеля или противотанковая пушка промахивалась, обнаружив свою позицию, командир отделения должен был бросить дымовую шашку перед бронетранспортером, чтобы противник потерял его из виду и не мог вести прицельный огонь. Водитель бронетранспортера должен был сразу сместиться на другую сторону дороги или по возможности съехать с нее. После этого панцергренадеры спешивались, и 1-й пулеметный расчет выходил на линию видимости противотанкового орудия, занимал выгодную позицию и открывал огонь на подавление. В это время командир отделения вместе со 2-м пулеметным расчетом и несколькими стрелками старались скрытно обойти противника с фланга, используя складки местности и густую растительность. После этого они открывали огонь с фланга или тыла. Если позволяла ситуация и рельеф, бронетранспортер также мог оказывать огневую поддержку спешенному десанту. Для этого от водителя требовалось найти такое укрытие для машины, чтобы ее корпус был спрятан за складками местности и виднелся только бортовой пулемет, из которого помощник водителя вел огонь по противнику. На этом у меня все.